Once in a while I dream. Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем вязать шопер модный крючком. В работе у меня вот такая ниточка, вот такой шнур 3 миллиметра. В одном моточке 200 метров от нити Питер. Понадобится 2 таких моточка. И крючок 3,75. Итак, приступаем. Итак, овал у меня уже связан. Я набирала для вязания донышка 42 воздушные петли плюс 1 петля подъема и вязала 3 ряда по правилу идеального овала. То есть вот здесь сверху, делая 1, 2, 3 прибавки. Во втором ряду между прибавками у меня было по 1 петле, то есть прибавка 1 петля без прибавки, прибавка 1 без прибавки, прибавка 1 без прибавки. И третий ряд между прибавками уже 2 столбика. И четвертый ряд я просто обвязала без прибавок. То есть уже в четвертом ряду я не делала ни одной прибавки. У меня получился вот такой овал, ширина которого 6 сантиметров и длина 37 сантиметров. А теперь непосредственно я вам покажу, как вяжется сам узор. Смотрите, вязала я не заканчивая каждый ряд, а по спирали. Поэтому вот здесь у меня заканчивается 4-й ряд. И далее я 2 петли провяжу еще соединительной. 1, 2. Все. То есть я просто сгладила сам овал. И начинаем сразу вязать наш узор. Набираем 4 воздушные петли, 3 воздушные вместо первого столбика с накидом и 1 воздушная будет между столбиками. Делаем накид, пропускаем 1 петлю на полотне и провязываем столбик с 1 накидом. Воздушная петля, 1 пропускаем и провязываем. Таким образом вяжем такую, можно сказать, филейную сетку. Здесь можете сделать пометку, что у вас вот это в вершине первого столбика. Воздушная петля и столбик с 1 накидом. Вяжем вот сюда до маркера. У меня посерединке стоит маркер. Смотрите, довязываю до маркера, и на углах я не буду внизу пропускать по 1 петле. То есть я здесь провязываю вот таким вот образом в 3 петельки подряд. Да, сверху воздушная петля у нас есть между столбиками, но на самом донышке мы по 1 петле не пропускаем, чтобы просто красиво расширить наше донышко. То же самое сделаем и с противоположной стороны. Далее по прямой мы снова вяжем, как обычно, пропуская на полотне 1 петлю. Вот так у вас должно получаться. Когда дойду до маркера, я покажу, как закрыть ряд и как вязать новые ряды. Все. То есть только вот здесь на закруглении провязали под каждую косичку. По 1 столбику, а между ними по воздушной петле. Итак, с противоположной стороны мы делаем то же самое. Вот смотрите, здесь мы провязывали первый столбик. Сейчас мы 1 пропускаем. Провязываем столбик с накидом, воздушная петля. В следующую снова провязываем столбик с накидом, воздушная петля. И вот наш 3-й столбик будет на расширении. Так, закрываем ряд. 1, 2, 3. Вот сюда, в 4-ю, соединительной петлей. Все, видите,
с одной стороны овала и с противоположной стороны. Здесь не принципиально важно, может у вас другое количество петелек быть, вы просто вот так вот на вершине немножко левее, правее сделайте овал чуть-чуть шире за счет вот этих 3 столбиков. Как мы переходим на следующий ряд? Смотрите, разворачиваем свое вязание против часовой стрелки. Да, и мы теперь как будто бы вяжем с изнаночной стороны. Захватываем нить, провязываем первую петлю и еще 2 воздушные. Это у нас вместо первого столбика с одним накидом. Плюс еще одна воздушная петля, которая между столбиками. Вершину первого столбика можем себе пометить. И вот такую филейку мы вяжем. Она по-разному вяжется, да. Мы здесь будем провязывать вот таким вот образом. Вот, понимаете, я сейчас вяжу как бы с изнанки. А следующий ряд мы точно так же развернемся и будем вязать уже с лицевой стороны. Заходим в каждую арку, провязываем столбик с накидом, между ними 1 воздушная петля. Все, вот такой узорчик у нас получается. Больше никаких прибавочек тут не делаем. И на углах полностью просто в каждую арку провязывая столбик с одним накидом и плюс воздушная петля. Итак, довязываем второй ряд, воздушная петля, в арку провязываем столбик с накидом и смотрите, 1 петлю здесь оставляем, а здесь мы вот провязывали первый столбик. Вот сюда провязали воздушную и соединительной закрываем этот ряд. Мы вязали сейчас с изнанки. Так, против часовой стрелки поворачиваем наше вязание. Третий ряд будем вязать с лицевой стороны. И снова ныряем, захватываем ниточку. Провязали 1 и 2 воздушные петли вместо первого столбика. И 1 воздушная петля, которая между столбиками. Все, таким образом чередуем. То есть 1 ряд у нас получится, мы вяжем по лицевой стороне, 1 ряд по изнаночной стороне. Здесь начало ряда. Вяжем таким образом необходимую нам высоту нашего шопера. А как уже делать арку для вывязывания ручек, я вам покажу. Все, просто сейчас вяжем филейку вот таким вот образом. Итак, смотрите, я связала 17 рядов вот таким филейным узором и ниточку полностью обрезала. Вот здесь она у меня остановилась. Все, ниточку, вот хвостик спрячу потом. Сколько сантиметров получилось? У меня получилось 26 сантиметров, да, высота. И сейчас буду делать вот такие вот треугольные как бы срезы для уже далее для ручек. Смотрите, что я делаю. Я делю мою сумочку на половинку. Вот здесь у меня маркер, с обратной стороны в том же месте маркер. То есть, если считать окошки, 24 окошка до следующего маркера, не считая окошки, где у меня маркер. Закончила вязать с лицевой стороны, то есть я же вам показывала, что мы чередуем, мы 1 ряд вяжем с изнаночной, другой с лицевой, поэтому у нас вот эти столбики вот так вот интересно елочкой ложатся. Раз закончила с лицевой стороны вязать, значит сейчас, чтобы делать уголки, начинаю вязать с изнаночной стороны. Итак, начинаем эти треугольнички, вот смотрите, сумочка вот сейчас. Лицевая сторона, да, так как следующий ряд мы опять же чередуем лицевая и изнаночная, вот я начну вязать изнутри. Так, делаем узелок и заходим туда, где у нас стоит маркер. Провязали первый столбик. Воздушная петля, еще воздушная петля. И начинаем вязать
Снова наш обычный узор, где мы чередуем столбики с одним накидом и воздушные петли. Вяжем изнутри, так как мы чередуем изнутри и с лицевой стороны, с изнаночной стороны. Довязываем до розового маркера. Покажу, как провязывать последние столбики и переходить на новый ряд. Вяжем обычным способом. В арку столбики с одним накидом, между ними воздушная петля. Итак, дошли до розового маркера. Смотрите, провязываем первый столбик, не довязали, делаем накид и столбик туда, где у нас розовый маркер. Провязали один раз, 3 петли на крючке мы провязываем вместе. Все, первый ряд вот таким образом будем и провязывать. Я вам еще покажу. Четные ряды мы разворачиваем наше вязание. Смотрите, как вяжем четные ряды. Ну, то есть вяжем по принципу, опять же, с лица, с изнанки. Четные ряды. Набираем 3 воздушные петли. И столбик провязываем не в это окошко, то есть в четных рядах мы одно окошко будем пропускать, чтобы у нас был гладкий такой переход в треугольник. Так, смотрите, окошко пропускаем и только в следующее провязываем столбик с накидом. Далее, как обычно, идем, провязываем. Когда дойду вот сюда, где у меня голубой маркер, я вам покажу. Опять же, мы вот это окошко пропустим. Сейчас я довяжу, покажу вам. Так будем вязать все четные ряды. Когда идем на сужение, делаем треугольнички. Итак, смотрите, вот мой голубой маркер. У меня остается одно окошко, которое я тоже не должна заполнять, как и там я показывала в начале четных рядов. То есть здесь я просто провязываю, делаю накид, вот это окошко пропускаю и иду вот в эту воздушную петлю. Ну, то есть в самую верхнюю. Все, четные ряды мы провязываем таким образом. Сглаживаем красиво уголок. Разворачиваем наше вязание. Сейчас опять вяжем как бы с изнанки. Все нечетные ряды. 3 воздушные петли, делаем накид и сразу в первое окошко. Воздушная петля. Наше полотно будет сужаться, и в конце, когда оно максимально сузится, я вам покажу, как сделать ручки. Вяжем, вяжем, вяжем. Сейчас опять же в конце покажу, как заканчиваем нечетные ряды. Итак, смотрите, нечетные ряды, да, в конце остается одно окошко, и вот это наше сужение. Вот 3 воздушные петли. Провязываем воздушную петлю, накид в первое окошко, не довязали, делаем накид и вот в третью воздушную петлю. Один раз провязали, провязываем вместе. Все, смотрите, как красиво сглаживается. Разворачиваем вязание. Сейчас будем вязать с лицевой стороны, но уже видно, как наше полотно, вот оно, вот таким образом должна вырисовываться к ручке. То же самое и с этой стороны будет. То есть сейчас у нас четные ряды. И опять же повторюсь, что мы набираем 3 воздушные петли. И вот это окошко мы пропускаем в четных рядах. Сразу переходим к этому. И точно так заканчиваем, как я вам показывала, как мы второй ряд здесь вязали. Вот видите, оно гладенько переходит. Еще раз его провяжу, вам покажу. Все. А далее заканчиваете уже сами. Я покажу, сколько должно окошек остаться, чтобы перейти к вязанию ручки. Итак, четные ряды. Заканчиваем вязание. Одно окошко пропускаем. Вот так вот связали, делаем накид и в третью воздушную петлю. Все, видите, как у нас какой гладкий переход. Разворачиваем вязание. Раз, два, три.
И в первый же столбик провязываем. То есть вот так вот чередуем. У вас ровненько, красиво. Даже можно будет вот эти края не обвязывать. Вот, смотрите, как красиво закругляем эту часть. Продолжаем, так как я вам рассказала. Итак, смотрите, я связала 11 рядов. Вот, как бы получается такой треугольничек. И вот этот последний ряд, в принципе, я должна пропускать по одному окошку, так как это у меня четный ряд, да, но я свяжу по-другому. Вот как последний ряд, перед тем, как провязывать ручку. 3 воздушные петли, и в каждое окошко мы провяжем. Накид и в 3-ю воздушную петлю. Все, это наш последний ряд, 12-й. Разворачиваем вязание. И будем с вами вязать ручку. Смотрите, за задние полупетли мы набираем 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накида. Будем вязать таким плотным популярным узором. Вот как у вас должно получиться. Далее воздушная петля подъема и полупетля этого ряда и полупетля предыдущего ряда. Такой популярный узор, в принципе. Для ручки идеально подойдет. Провязываем 1 столбик таким образом, 2, 3, 4 и 5. Снова воздушная петля подъема. И таким образом вяжем нужную нам высоту ручки. Снова за полупетли мы провязываем 5 столбиков без накида. За полупетлю этого ряда и полупетлю оставшегося предыдущего ряда. По 5 столбиков без накида и воздушная петля. И у вас будет получаться вот такая плотная ручка формироваться. Я скажу, какую я связала длину самой ручки. И точно так же перейдем и будем делать на противоположной стороне. Итак, смотрите, вот ручка, да, вот она, ну вот она вот так вот на уровне сумочки. То есть вы сами подбираете, как она у вас ляжет на плечо. То есть здесь половина ручки. Сейчас по сантиметрам я скажу, сколько у меня получилось. У меня столько, у вас может быть больше. Так, у меня 13 сантиметров. Вот, вот как серединка и прям вот до серединки. С обратной стороны мы вяжем точно так же. Так, вот, ложили так, начинали с изнаночной стороны, так как вот это последний ряд была лицевая. Значит, ложим теперь вот так. И там, где у нас розовый маркер, начинаем и вяжем точно так же, как я вам и рассказывала. Где в четных рядах мы пропускаем по одному квадратику. То есть начинаем там, где маркер. Вот. Этот столбик мы тоже начинали там, где маркер. И сейчас мы начинаем там, где маркер. Ой. Ну да, заводим вот таким вот образом и провязываем. Провязали 1 и 2 воздушные петли. Все, принцип такой же, показывать уже не буду, потому что суть точно такая же. Сначала сейчас с изнанки, потом с лицевой. Вяжем точно такую же вторую половинку. Потом покажу, как соединить детали и как далее сделать из нее сумочку боха. Сделаем потом все замеры и покажу все остальное, весь процесс. Итак, смотрите, вторую ручку тоже доделала. Таким образом,
вот это углубление у одной ручки внутри, а у второй просто на один ряд больше сделала снаружи, чтобы вот так вот их соединить. Смотрите, они как пазлы заходят, да? Ну, у меня длина такая, я померила, мне идеально подходит. У вас может быть чуть длиннее. Длина ручек, я имею в виду. Вот так вот соединяем и скрепляем. Смотрите, как я сделаю. С двух сторон причем аккуратно скреплю. Будет такой идеальный шов. Вот таким образом с одной стороны соединили и переходим на другую сторону. Итак, смотрите, как получилось. Вот у меня лицевая часть вместо соединения, да, вот это изнанка. По-моему, получилось супер. Где-то в конце делайте узелок вот таким вот образом. Все, и можно прятать хвостики. Продеваем в любом месте, обрезаем, и можно еще продеть насквозь. Вот так вот. Все, теперь обрезаю. И вот куда-нибудь так спрятали. Все, эта ниточка у вас точно никуда не убежит. Сейчас скажу по размерам. И смотрите, пришиваем бирочку. У меня вот такая именная. По желанию кнопку молнию. Также по желанию можно шить такой мешочек. Просто присоединить сбоку на кнопочках и внутри, чтобы на кнопочку закрывался. Но в принципе она не особо-то светится. Либо косметичку внутри носить. Сейчас скажу размеры. Итак, смотрите, ширина у меня получается. Ширина у меня получается 33,5 сантиметра. Супер, идеально. Слушайте, я мерила, вообще даже не ожидала, что вот здесь вот так вот у меня ровненько получится, гладко. Так, длина вместе с ручками 50 сантиметров, без ручек вот здесь вот 27 сантиметров. Так, все, покажу, как делать бахрому. Итак, у меня есть вот такая штука, взяла у ребенка. Вы же можете картон обрезать. Вот длина у меня ровно 20 сантиметров. Можно 18-20. Вот что у меня осталось еще от второго моточка. То есть 2 моточка у нас уйдет, ну, прям полностью. Берем, оставляем небольшой хвостик и делаем вот такие вот такую намотку делаем. С бахромой, конечно, будет очень клево. Чем больше ее, тем лучше. Ну, я не знаю, насколько мне хватит моего моточка. Хотелось бы прям, чтобы много было этой бахромы. Ну, допустим, вот здесь обрезаю. И вот здесь вот все обрезала. Сейчас покажу, как присоединяю к сумке. Смотрите, тут получившийся шнурочек складываем наполовину. И сложили сумочку вашу ровно. Ну, вот у меня идут вот такие каждый ряд. Смотрите, так как я хочу в каждом ряду, то мне придется чередовать. Вот здесь присоединяем.
Хорошо так, чтобы 2 нити пролезли. Ну и раз вы уже вот эти узелки делаете сверху, то так и продолжайте. Да, смотрите, здесь сделала, ну и, наверное, вот здесь буду на ряд ниже. То есть, чтобы это было в каждом ряду. Если останется у меня еще шнур, да, то я и между ними сделаю. Сейчас я буду смотреть просто по факту. Конечно, чем больше бахромы, тем красивее. Вот, немножко ниже опускаюсь, но узелочек делая сверху постоянно, да. Вот, чтобы у меня узелки были здесь. Сейчас вот здесь делаю. Будет больше бахромы, вот между ними тоже возьму и сделаю. Просто посмотрю, как будет хватать. Ровненько делайте. И закрепляем. Все. Следующую вот здесь. Ну, то есть вот так вот чередуя. Смотрите, вот я вам показываю, они как раз ровно на стыке. И по желанию, говорю, будет оставаться вот здесь вот еще. То есть, чтобы было гуще. Сейчас попробую. Конечно, так будет красивее. Вот. Заполнять как бы в одном ряду по 2 петли, скажем так. Вот. На ряд по 2 бахромы. Здесь вот эту сейчас мы заполним. Все, я заполняю, пришиваю бирочку и покажу вам готовый результат. Каждый хвостик в конце, он легко вот так вот зажигалочкой, причем получается такой красивый бирюзовый цвет, не черный, как иногда в ниточках. Здесь он такой красивый, прям бирюзовый. Вот смотрите. Все, пошла делать бахрому. Очень красиво получается. Итак, смотрите, как я пришила бахрому. В принципе, мне на все хватило, даже еще осталось. Как идеально пришита ручка, и она очень удобно лежит на плече. Вот бахрома с другой стороны. Бирочку пришила. По желанию, конечно, ну, хотя, в принципе, можно носить и так летом, да, но по желанию можно сделать сумочку на молнии, либо сумочку на кнопочке, какую-то косметичку сюда. Ну, вообще результатом я довольна. Понадобилось нам 2 моточка вот такого шнура 3 миллиметра от нити Питер. Яркий такой красивый цвет. Если была вам полезна, если вам было полезно мое видео, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока, всего самого наилучшего.